Итак, 20 августа я продолжаю свой сплав по реке Сабалох-Маян. Вот такая здесь широченная долина. И все вот это вот заливается в большую воду, а сейчас сушь. Сушь. Сухие протоки. Вот остатки. Следы ушедшей воды. Прозрачная водичка. Короткий плес и все, каменная горка. Пока такая речка. Красная смородина поспела. Да, пожалуй, пора гулять с рюкзаком, а потом с лодкой отдельно. Вот она, моя лодочка. И вот картина Репина называется «Приплыли». Конец речки. Да, интересные повороты. Вот так я иду по сухому руслу. Сказали, в прошлом году были здесь два немца. Через перевал перешли, а потом вернулись обратно к оленеводам, потому что воды так и не нашли. И сплавились обратно до Галыты. Но я буду искать воду до упора. Впереди показался многообещающий обрывчик. Должно быть сужение русла. Может быть, там есть вода. Посмотрим. Ну вот вода появляется из-под гальки. Там еще. Так что, похоже, до очередного участка русла я дошла. Да, прям как в сказке. Вдруг откуда ни возьмись. А бережок так там какой заманчивый. Ой, лиственничный. А, наверное, брусники много. Ну вот, более-менее. А туда распадок это идет река Куаланда, правый приток Сабалох-Маяна. А тут недалеко за перевалом начинается и течет почти параллельно, впадает ниже. Веревка запутывается, за камень цепляется. Ну так ничего, нормально ведется. Сейчас уже я пойду на нем. Появилась водичка.
Да, впереди такой порожек, камень перегорожен, по низкой воде тут не очень. Не очень. Вот такой порог. Вот и все. Здесь можно плыть спокойно. Новые дали открываются за поворотом. Стала на великолепном месте, где река собирается в одно русло. Уха уже закипает. Вот солнышко проглядывает. Здесь река делает поворот, а справа впадает долина, перевал на реку Куаланду. Вот, там место обеда было, вот эта долина Куаланды. Сейчас здесь все прошла по воде. Но вот впереди в узкой протоке завал. Бревно я увидела издалека. И вовремя зачалила. Сейчас проведу, посмотрю, что там. Да, надо сказать, если бы моща побольше, на сильном течении вот такие препятствия, это самое опасное. Если вода еще повыше, дерево поближе. Но я заранее заметила, такой участок не иду. Хотя, в принципе, можно, может, и проплыть, но нет, я не рискую, аккуратно иду. Камни еще скользкие очень. Ой. Красотища все-таки. Чуть поспокойнее быстроток и перепад. Здесь сейчас перепад примерно, ну, судя по карте, около 8 метров на километр. 8-10 даже. Это много достаточно. Ну, в принципе, моща небольшая. Эти протоки уже на 3 разделились. В распадках вон снег лежит. Ну, вот очередная мель. Ах, какие сопочки, какие горочки. Когда скатываешься по горочкам, неминуемо садишься на камешки, так чуть-чуть постукивает тебя по пятой точке. Но, надеюсь, лодку не пропорола. А продукты у меня даже в двойном гермомешке на всякий случай. Но зато передвижение-то какое пошло быстрое. Почти уже не вылезаю из лодки. Протоки разбежались, и вот тут вновь собирается.
на быстротоке-то как хорошо. Уже глубоко. Ох. Пройден очередной перекат. А впереди какой красивый берег. Коренной, лиственный. Лиственничный, вернее. Навалил меня на камешек, на моще, но недостаточно моща, чтобы что-то сделать с лодкой. Вот он, этот красивый берег передо мной. Главное, лодку не пропорола. В одной из проток, вот, мне встретилось вот такое место, плес. Похоже, там глубина. Сейчас попробую здесь половить. Нет, что-то их тут не видно. Хотя вот, кажется, ходит. Где-то листик. Ничего нету. Иду дальше. Речка течет в одном русле. Крутые берега пошли коренные. Ну, прям все, настоящая река на этом участке, по крайней мере. Ну, какая гора. Можно делать траверс всей вершины, наверное. Вот такой мелководный перекат, переходящий в хорошую глубокую струю. Сейчас поплыву. Это мои следы, а это следы хозяина тут были. Место замечательное. Пожалуй, я тут встану. Солнце будет отсюда сходить. Вид красивый. И вот он, лиственничный коренной берег. Тут все. Ой. Брусники. Такой берег красочный. Березка. А, это голубика. О, красные уже все листочки. Вот здесь вот поляночка причала. Вчера я проплыла все-таки дальше, встала на другом месте, а то там было слишком бугристо, мшисто, пожароопасно. Вот такая погода, стоит вечером, дождик был маленький очень. И сейчас чуть-чуть накрапывает. Но облака поднимаются. Здесь вот река в одно русло вошла. Вон там под горочкой. И здесь вот достаточно под крутым, рядом с крутым склоном течет. Такие порожки прям одни за другим идут. Много камней, конечно, воды мало сейчас. Здесь вот тоже вода шла, когда большая была. Паводок. И какие-то красные камни здесь. На них какая-то какой-то лишайник или водоросль красная поселилась. У меня аж подошвы
сапог красные стали. Вот такой берег. Вот и речка. И место моей стояночки. Вот уже иногда какие плесы, совершенно почти спокойной, ровной воды. О, камушки попадаются. Ну, они уже такие обливные, хорошо обливные. Впереди бурлит сужение. Но раз с воды я вижу, что впереди, то идти можно. Сейчас мне самое страшное сесть на какие-нибудь камни. Но надеюсь, здесь все-таки достаточно уже много воды. И этот участок я пройду благополучно. Да, вот даже меня и не залило. Обошла валы. Камни хорошо видны, когда идешь. Они обходятся. Так что уже практически не вылезаю из лодки на мелких перекатах. И вот прохожу такие сужения с порожками. В такой порог еще попробуй зайди, все перегорожено мелкотой. А тут не видно было перепада, да и вот на заходе много камней, там слив. Вот провожу от берега. Воды все-таки наплескала. Скатился он уже. Зимовальные ямы ниже. Ну а на широких перекатах крутых бывает не проход. Сейчас пешком пойду проводить. Вот хороший бережок до стоянки. Надо сказать, они здесь не так часто. Вчера на час я все выбирала место, где встать, а потом уж встала на первом, хоть чуть-чуть подходящем. Это галечники, замытые песком ивы. Впереди очередной мини-порожек. Нам надо выбирать камеру. Волны просто хлещут немножко, а так уже здесь и камней нету. Прохожу спокойно. Ну вот, река разбежалась на несколько проток. Уже в кусты заходит.
Маловодная стала на этом участке. Буду проводить, пока русла не сойдутся опять в одно или в два хотя бы, может. Сходу прошла порог, хорошо захлестала. Там много камней, надо было обходить. Но лодка ведет себя великолепно. Скалы тут пошли какие-то. Рыба, где рыба? Казалось бы, простой перекатик, но вот внизу бревна перегородили струю. И вот это самое опасное препятствие. Сверху я не видела, целиком ли они перегорожены. И на всякий случай зачалилась и провела правым берегом. Какие здесь интересные обнажения. Да, на реке пошли завалы из бревен. Сейчас перепрыгивала, сучок задела, чуть не пропорола лодку. Надо будет аккуратнее проходить. Вот оно, самое коварное препятствие. Вся протока, весь проход перегорожен. Да, только речка снизила уклон, так пошли вот такие вот завалы. Остановилась на обед в Чезеневом лесу, на берегу протоки. Здесь уже так сильно не ревет река, очень приятно. И вот на обед у меня вяленая баранина. Мне подарили мясо горного барана, тетя Лена, на стойбище. Это удивительно вкусная вещь. Пока нет рыбы, грызу ее. И чай с тоже подаренным хлебом. Сплавилась я уже почти 30 километров, а вообще с верховьев реки до сюда где-то 55, где сейчас будет два крупных притока, Сергей и Кютюр. Но достаточно быстро уже, быстрее получается. Вокруг такие горы, что и уходить пока не хочется отсюда. Ой, пока есть масло, я живу. Топленое хлебушек. А вот порог и порог. Сверху вообще не видно было, что там дальше. Пошла смотреть и уж буду проводить до конца. А то там страшно. Здесь зальет. Большую воду, вот здесь везде вода. А сейчас только узкий проход, вся вода туда льет. Поэтому такая моща. О, какой. Главное, там даже сливы есть зуб. Вот.
красота! За поворотом открылись новые горы, новые виды, и там более светлое небо. Наверное, весь дым, весь туман поднимается наверх по долине. А ниже, может быть, будет получше погода, я увижу солнце. Какая корона. Распадки облака. Да, на небе хоть какие-то отдельные облака появились, а то все сплошное какое-то было пеленой затянуто. Здоровый здесь лыж прошел. Ой, какой. Хорошо отпечатки видно. Большой. Как все приятно выйти на спокойный участок речки. И не шумит. И открываются дали. Ох, наконец-то солнышко показалось. О, а мне идти вон в ту долину. В тот распадок пойду. Да, там лежит путь к озеру Лыбалах. Сейчас уже буду. Километра 4 осталось. Стану на стоянку. Нашла приметное место. Здесь разобью лагерь. Завтра пойду отсюда пробовать в сторону пройти озеро Лыбалах. Вот здесь вот какой высокий бережок, лиственничник. Здесь на какой-нибудь лиственнице оставлю лодку с запасом продовольствия. Ох, тут мягко. Такой мох. Спать на нем. Мягко-мягко. Только под костер надо будет камешков набрать, чтобы пожар не устроить. На мою стояночку потихоньку приходит солнце, хотя там в верховьях затянуто. Вверху еще облачно, но солнышко уже просвечивает. Моя палатка в лесу лиственничном. Лодка сохнет. И вот я уже сделала первую заброску на дерево. Вон, видите, там рюкзак уже висит с продуктами, которые я здесь оставляю.
Так, это приклеилось. Вот еще дырка после вчерашних камней. На удивление мало. Итак, проведя полдня в этом чудесном месте, отдохнув, я отправляюсь в дальнейший путь. Хочу дойти до озера Лыбалах. Раньше я хотела подниматься туда с лодкой, чтобы потом сплавиться по реке Мечен. Но так как вода низкая, я решила идти просто в радиальный маршрут, оставив здесь вещи. С собой беру продуктов где-то на неделю. Вот. И еще у меня остается на 10 дней, который можно растянуть на 2 недели. Это на сплав оставшийся. 330 километров мне остается. Сплавляться тут. До озера идти порядка 30 километров через перевал. Кстати, я не знаю, проходим ли он. Буду делать разведку боем. Смотрим, тоже очень узкое ущелье. Но надеюсь, здесь не будет снежников, здесь уже пониже. Сейчас мы находимся на высоте где-то 400 метров. А там подъем будет чуть больше 1000 метров. Лодку оставила под деревом. Надеюсь, медведь не будет покушаться. Вот с таким рюкзаком можно путешествовать. Мой ручей, вдоль которого я сейчас буду подниматься, впадает в речку Кубопол несколькими протоками. Вот это первая протока, я вдоль нее иду. Пока идет все очень хорошо. Лиственничный лес. Ольха вдоль берега. Тропы здесь. Ходит зверье. Ой. Все-таки это оказалось протока не реки, а протока моей реки Соболоха. Я сейчас просто иду по компасу через лес. На юго-восток надо держать. И километра через 2 я уже выйду на долину, где будет уже видимость какая-то гор. Из этой, можно сказать, низменности выйду. Из лесных дебрей. Не такие уж здесь и дебри, вон как легко идется. Лиственничник такой молодой. Мох сухой под ногами, и лишайник. Идти одно удовольствие. Лес парковый, просто загляденье. Здесь вот уже пошли более толстые лиственницы. О, такая большая уже. Вон уже горки проглядывают. В принципе, уже в свой распадок буду доходить. О, какой нарост на лиственнице. Как медвежонок все равно сидит. Брусника. Ну, чистый виноград. Крупная такая. Вообще. Ой. Все хорошо, конечно, только машка заедать. О, полотнянка. Кто здесь? Прям в таежной зоне, не в тундре. Среди деревьев растет. Вот появились горки. А здесь по границе растительности идет тропа медвежья. Он прям следы. Куда он наступает, там более твердое покрытие образовалось. Я след в след, он такой косолапый немножко. Иду тоже. Вышла из леса на более открытое пространство. На подъем иду. И тут уже тяжело идется по белому мху ягелев. Так по подушке все проваливается под ногами. Ну вот, хорошо уже видно между горами распадок, куда мне надо идти, а потом уходить направо, там 2 притока.
по одному. Я буду подниматься на перевал. Фу. Путь очень живописный. Единственное, мошка не дает ни на минуту остановиться. Хорошо, здесь повыше уже ветерок подул. Впереди уже слышно журчание ручья. Вдоль него будет проще идти. Ну вот я вышла на русло нужного мне притока. О, там она, река Сулда, впадает в Собопол. А я иду вверх по этому ручью. И здесь вполне неплохо идется. А воды-то сколько, надо же, как Табалов Маяне, моей реки, в которой я сплавляюсь. Какое большое дерево ивы. А вон там белочка притаилась. Вот она. Кончилась сухая дорога, начинаются броды. От прижима к прижиму. Какая стена! Стеночки, грани какие ровные. Там водопадик маленький. Да. Просто удивительный срез прям. А дальше обычная широкая долина распахивается. И прям нос корабля. Снова скалы. Как там будет в моем ручье в притоке? Пройду ли, не знаю. Да, уже предыдущий брод на пределе болотников, вернее, уже залила, замочилась. А тут еще глубже. Вот за этим поворотом уже впадение моего притока. Что делать, не знаю. Ну, похоже, здесь можно перейти. Наверное, опять зальюсь, но, по крайней мере, меня не снесет. А брод здесь осложнен. Вся вот эта склизкие камни, водоросли. Скользкие очень. Фу, перешла. Здесь, по крайней мере, течение не сильное. Хоть меня и залило, но не сбило струей.
Ну вот очередной брод, более-менее простой. Похоже, я выхожу на мой распадок. Вот он, справа сейчас будет. А это долина Суды, которая поднималась, долина вниз сейчас. Вот раскрылась долинка, узкая ущельица моего распадка Улахан-де-Кленде. Удивительно, здесь нет воды. Просто фантастика. На предыдущем притоке было. Ну, правда, конечно, выше может появиться. Пока сухо. Ладно, по крайней мере, из болотников воду можно слить. Все мокрое. Все мокрое. Чего не так много? Короче, суши будет. Есть водичка. Это хорошо, а то без воды как ночевать-то? Пить нечего будет. Однако впереди скалы, ого-го, чуть мое сердце. Это там водопады и узости такие могут быть, что не пройдешь. Ладно, пойду, пока идется, там видно будет, что делать. Ну, глыбища здесь огроменные. Ой, качаются, ходить по таким завалам не подарочек. Ущелье мрачное, но дальше там жизнерадостная картинка, лучше проход. А здесь отвесы. Это вот только что красиво. Уступы, скалы прямо над головой нависают. Страшно, если что-нибудь посыпется. Ну что, выше ручей становится более перспективным в смысле прохождения, а то уж как-то было неуютно, потому что скоро вставать, и вроде как стоянок не было, все очень отвесно. И такая узость, все время думаешь, вот сейчас медведь, если пойдет навстречу, как тут с ним разминуться. Вот вроде пошире, склоны поположе. До перевала еще 10 километров. Ну, конечно, до тут не дойти, буду ночевать где-то раньше. Стою в этом узком ущелье, напротив скалы, здесь ревет всю ночь, шумит. Вот нашла такую ровную небольшую полочку, не смытую, с лиственницами. Моя палаточка. Здесь багульником пахло всю ночь. Аромат такой, аж спать мешает. Слишком сильный. Целый ковер вот тут вот багульника. Вот моя палаточка. Кто-то под утро подошел, аж камешки посыпались, но он бежал. Так как шумит, все не слышно ничего. Вот когда уже близко кто-то подойдет. Может, медведь ходил. Может, баран какой.